Друзья, мы на одной из звонниц Смольного собора, или, как правильно сказать, наверное, все-таки Воскресенского собора, Смольным. Он стал называться по повелению народа. Привыкшие были именно к этому наименованию, ибо на месте современного Смольного собора некогда были смоляные дворы. Варили смолу, которую впоследствии обмазывали строящиеся в адмиралтейских верфях корабли, но уже впоследствии Елизавета Петровна решила основать здесь монастырь. При монастыре должен был быть собор, в котором мы сейчас находимся. Заказала на это товарищу Растрелли. Давайте я буду спускаться и рассказывать. Это звонница, это вот смотровая площадка, не одна, а единственная и самая высокая точка в округе, собственно. Поэтому мы будем сейчас спускаться по всем 278 ступеням, обозревая других пешеходов, ну и инженерные решения, которые были здесь применены в строительстве собора. Как полагается и как водится, чем выше, тем лестница уже. Ну, мы спускаемся вниз, и будет все расширяться. Так вот, Елизавета Петровна решила соорудить здесь, можно сказать, для себя монастырь, ибо она такая была мадемуазель набожная и в старости хотела в монастырь уйти, но что-то, как водится, пошло не так. Строительство началось, потом 7-летняя война, нехватка денег, Елизавета умирает, строительство возобновляется только при Екатерине II и заканчивается при Николае I. В итоге суммарно собор строили 87 лет, без малого. Так, где мои подсказочки? Собор получился, конечно же, не таким, каким его задумывал изначально автор. В самый низ спустимся, зайдем уже в собор. Там будет макет, изображающий изначальный план. Можем лицезреть купола, перекрытия. То есть вот под нами сейчас здесь свод, скорее всего, который мы сможем уже снизу вверх посмотреть в самом соборе. Здание собора в форме греческого креста, пятиглавый купол. Лепнина не только на фасаде, но и по всему периметру. Этот стиль называется барокко. Так, уже вышли на нормальную лестницу. В итоге храм получился совершенно не похожий на остальные. Белые стены, белые мраморные колонны, много света, много позолоты, хрустальные балюстрада перед алтарем. Она, к сожалению, не сохранилась. За свою историю, можно сказать, чего только не было в соборе.
Он использовался и как склад при большевиках в современной истории России. Здесь был концертный зал, отменная акустика, знаете ли. Но в 2016 году собор все-таки окончательно передали РПЦ. И сейчас до сих пор ведется масштабная реставрационная работа в соборе. Ну а да, про монастырь чуть попозже скажу. Но с другой стороны, храм очень светлый. Мы вот уже почти спустились. Зайдем в собор. Службы сейчас нет, поэтому снимать можно будет. Никто кидаться не должен. Здравствуйте. Вот мы спустились в собор. Как я и сказал, белые мраморные колонны. Алтарь не сохранился. Все восстанавливается. Так, давайте я по часовой стрелке обойду. Масса позолоты. Всюду молитвы, напоминалки. Один из приходов Елизаветинский, второй Марии Магдалены, по-моему. Сейчас вот тоже ляпну, наверное. Вы меня это тапками закидаете. Не буду говорить ничего. Думаю, для тех, кто действительно хочет разобраться в истории, это вы не на том канале. У нас прогулочки. Купол в небо. Вот мы поднимались как раз вот за этой стенкой на колоннаду и видели свод с обратной стороны. А по проекту Смольный собор с монастырем должны были выглядеть так. Отдельно стоящая звонница. Вот мы сейчас будем выходить из собора и проходить по прямой то место, где должна была быть эта звонница. То есть это мы начинали на одной из звонниц, то есть она самая высокая здесь в округе. И какая должна была быть отдельно стоящая звонница. Это раза в 2 выше. Ну и по периметру опоясывает здание монастыря. Монастырем стать ему не случилось. Здесь при Елизавете был основан институт благородных девиц. И по большому счету вся история собора, ну и собор, как правильно-то сказать, в общем, собор всех учащихся, скажем так. И вся его дальнейшая деятельность как религиозного сооружения направлена на
воспитания благонравственности в молодежи, так это назову. Есть уголочек в соборе с исторической тематикой. Гравюры, картины, чертежи. 1832 год. Мы сейчас из собора выйдем и дойдем до Смольного института, то бишь при Марии Федоровне, жене Павла. Ой, какая дверь тяжеленная. Количество учащихся в Смольном институте увеличилось с 200 до 800, то есть они все уже здесь не вмещались, и изначально обучались только девочки дворянского происхождения, впоследствии и стали принимать девочек-мещан. Интересная, конечно, история, и принцип обучения был в то время применен. Это полная изоляция от общества, скажем так, ну буквально. Практически тюремное содержание, ну так, с натяжечкой, опять же, в кавычках. Прошу меня этими гнилыми помидорами не закидывать. Сейчас обойдем собор и выйдем через то место, где должна была быть колокольня, звонница. Девочки принимались с 6-летнего возраста. С родителей брались расписки о том, что они не будут претендовать и на своих детей и возвращать их обратно в семью до окончания обучения. А обучение рассчитано было на 12 лет. То бишь, получается, 6-летних девочек брали, и они уже 18-летними отсюда выходили обученными. Но обученными, по большому счету, всевозможным светским манерам и иностранным языкам. Какие-то точные науки им по большому счету преподавались, ну, та же физика, показывали просто опыты в качестве каких-то фокусов и не более. Ну и вот в такой строгости, изоляции, то есть они в свет-то по большому счету не, ну вот девочки-мещанки точно не выходили, а дворянского происхождения уже при Марии Федоровне вроде как лучших избранных брали на балы и в Зимний дворец, возможно, и в другие. То есть делали отличных жен для дворян. Я вот, наверное, это так обзову, как бы это, может быть, грубо не звучало, но сие величество факт. Еще раз глянем на собор, на всю эту лепнину, капители на вершинах колонн. Перед собором висит колокол. По-моему, его отлили в Воронеже, светили здесь, но ждет своего часа, когда окажется на звоннице. Так вот, уже в 19 веке при Марии Федоровне строится отдельное здание
института благородных девиц. Ну, надо понимать, опять же, если есть институт благородных девиц, то институт и неблагородных тоже должен где-то быть. Да. Мы вышли, и как раз между этими двумя зданиями они должны были замыкаться, и должна быть надвратная колокольня, то есть посередине ворота, ну и надвратная колокольня должна была быть. Громаднейшая. Вот только собор и колокольня в 2 раза выше. Но нехватка денег, конечно же, все предрешила. Как я уже и начал говорить, и 80 лет-то его строили по этой причине нехватки денег, просто финансирования. То есть его быстренько в Черне построили, а уже на отделку и прочее денег не хватало. Екатерина II законсервировала, по большому счету, стройку. Ну и, как я сказал, закончил строительство Николай I, сын Петра I и Марии Федоровны, попечительницы детей, больных. Я вот в одной из экскурсий, я не вожу экскурсии, в одной из прогулок говорил такой сердобольной женщины. Очень она за всех переживала. Опять же, у самой было детей много, но Екатерина II не давала ей заниматься детьми, ну, то бишь это были внуки Екатерины II. Воспитанием Александра I и Николая I она занималась сама. Младших отдала, не помню там. Ну, в общем, Мария Федоровна сама воспитанием детей не занималась, ну и вот, видимо, душу отводила на чужих. Так, надо успеть перейти. Конечно, хотелось, выйдя из Смольного собора, прогуляться по Шпалерной, но я решил зайти в сад-партер Смольного. В котором и был построен Смольный институт. Очень красивый сад. Всем рекомендую. Так, тут против солнца. Немножко себя сниму. Опять же, поясню. Сегодня день воскресенья. Людей не очень-то много. Я думаю, там в субботу гораздо больше. Ну и часть Петербурга, в котором мы сейчас находимся, немножко сбоку. И сам-то вот сама местность, где был Смольный двор, Смольнинский, там, в общем, смолу делали. Производство пожароопасное, и Петр его за город вынес, как и вот все пушечное литейное производство. Да, вот у нас была прогулка по литейной части, по Литейному проспекту. То есть это был за город, и эта местность тоже была за городом, пожароопасная. Так и сейчас это немножко вот в округе это все административные здания. Здесь и правительство Ленинградской области, и какие-то комитеты Санкт-Петербурга располагаются. Конечно же, ну и все жилое
тоже. Но, как мне кажется и как я замечаю, туристы сюда просто не доезжают, не доходят. Как сюда попасть? Если вы на Невском, если вы на Васильевском острове, с Невского проспекта там троллейбус номер 5, номер 11. Также на 11 можно до сюда доехать с Васильевского острова. Ну а дальше какой интерес? По Шпалерной уйти на Литейный проспект, а там уже и Летний сад неподалеку. Ну вот мы входим, подошли уже ко входу в сад, партер. В таком греческом стиле нас встречает сооружение. Честно говоря, не знаю, как правильно, забыл, как правильно они называются. Подобные есть в Парке Победы, метро Парк Победы. Так, давайте метнемся немножко левее к фонтану. Как вы видите, цветут сирени, яблони, вишни. Вижу, сейчас подойдем, шикарные клумбы с тюльпанами. В эти дни проходит фестиваль тюльпанов на Елагинном острове. Вход платный. Получается альтернатива. Вот я тут пока иду, дошел до сиреней. В этом парке ученицы института благородных девиц могли гулять. В институте было деление на дворянское отделение и мещанское. Они, соответственно, именовались как Николаевское и Александровское. Плюс-минус все условия были одинаковые, только вот, как я и говорил, что не всех на балы отпускали. Но и даже есть уже фотографии, когда конец 19 века. Даже зимой, когда гуляли девчонки, то девчонки мещанского отделения прям по снегу ходили, а дворянские девчули по мосточкам деревянным. Здесь у нас уже в советское время поставленные бюсты Энгельсу и там Карлу Марксу. Я думаю, здесь мы перейдем. А нет, пойдем прямо по дороге. Сейчас перед зданием установлен памятник вождю мирового пролетариата В.И. Ленину. Не знаю, зачем вам эта информация. Но что вижу, то и говорю. Что вижу, то и показываю. Здание строилось, насколько я помню, когда читал, с таким... Не знаю, насколько это архитектурный прием и чего хотел добиться автор, но каждый этаж, чем выше, тем высота потолков ниже. И, кстати, есть такой эффект,
оптический со Смольным собором, когда по Шпалерной улице вот издалека к нему подъезжаешь, то он как будто бы врастает в землю. То есть уменьшается в размерах. Так, глянем подсказку. Смольный институт, Смольный. Историко-мемориальный музей Смольный в нем находится, как минимум. Если от станции метро Чернышевская, которую, я надеюсь, в скором времени откроют, то здесь пешочком без малого 2,5 километра всего лишь. Так, здесь такой подъезд. В прямом смысле подъезд. Подъезжали вот на каретах. Возвышение правого крыла Смольного института. Как это здание отличилось или как оно использовалось уже в годы революции, я думаю, интересующиеся могут найти информацию и почитать сами. Не только лишь каждому, как говорит Кличко. Это будет интересно, поэтому как-то так. Сейчас вернусь в парк. Парк. Как вот не передать концентрацию в воздухе сирени. Просто обволакивает запах. Вот есть цвет сиреневый, у нас тут прям вот воздух сиреневый. Да, давайте вон к той подойдем к клумбе с белыми тюльпанами. Ну что ж, друзья, такой вот Смольный собор, такой Смольный институт, такой несостоявшийся монастырь, ну и парк при всем этом. Хотел сказать безобразие, но нет. При всей этой красоте и историчности. Не Невским единым должен быть сыт турист. Не поленитесь, доедьте до Смольного собора, поднимитесь на звонницу. Там сейчас пускают за добровольные принудительные пожертвования в размере 300 рублей. Можно оплатить картой. Поэтому
Я думаю, того стоит. Там наверху, наверное, вы краем там уха слышали, есть аудиоэкскурсия, как абсолютно точно так же, как на колоннаде Исаакиевского собора. Посмотрите налево, посмотрите прямо, перейдите к правой стороне. И вам расскажут, а вы сами посмотрите. Вот. Так что, все. Не больше вас не задерживаю. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели. По хронологии, наверное, вы уже поняли, что я сегодня аж 3 видео. 3. Это 3. Начали мы от Васильевского острова, прокатились на троллейбусе и вот заканчиваем Смольным собором. Почему бы вам не повторить эту историю на несколько часиков? Так что всем рекомендую. Подписывайтесь, смотрите мои другие видео. Ну а я прощаюсь. Пока.